Привет, это геометрическая задача «Настоящий крепкий орешек» и большой треугольник разделили точками в отношении 2 к одному, если совершать обход по ходу часовой стрелки. Вот это 2 к одному и так далее, 2 к одному и так далее, 2 к одному. Все. И соединили полученные точки с вершинами треугольника. У нас образовался в пересечении маленький желтый треугольничек с площадью. Напишу какая-нибудь там S1 равна единице, так? Нужно найти площадь большого всего треугольника. И некоторые потратят на это очень много времени, если не знают, как решать. Эта задача очень типичная, встречается много где и часто. Это экзаменационная задача. Мы расколем этот орешек за 2-3 минутки. Ну, может, чуть больше. Ну что, погнали. Итак, расскажу идею решения. Это важно. Это важно. Все понятно, что 2 к одному делятся стороны точками. Площадь внутреннего единичка. Нужно S, A, B, C найти. Помним, да? Вот это единичка. И S, A, B, C треугольничка предстоит найти. Идея следующая. Посмотрите. Я хочу узнать, какую часть составляет площадь вот этого треугольника от площади всего. Это раз. Затем площадь вот этого треугольника какую часть составляет. И, наконец, площадь, вот этого треугольника какую часть составляет от площади всего. Понятно, что треугольники, каждый из них будет составлять одну и ту же часть площади от всего. Если всю принять за S, всю площадь треугольника, тогда я узнаю, какую часть маленький желтый составляет от этой площади S. Ну и все, а затем я сразу найду АБЦ. Понятная история, да? Понятная. Ну все, я стираю. Идея понятная. И все, и теперь только включаю скорость, чтобы было понятно, с какой скоростью я буду решать. Итак, первый шаг, первое действие. Площадь треугольника АБ1. Треугольника АБ1. Какую часть S составляет? Вот это относится к этому, как 1 к 3, правильно? 1 к 3. А высота, проведенная с вершины B, у левого маленького треугольничка и у большого одинаковая. Тут могу провести ее. Вот эта высота, да? Все, она одинаковая. Значит, площадь относится как основание. Удаляю и говорю, что это будет 1/3 S. Ну, есть. Но теперь нужно узнать, в каком отношении точка М делит B1, правильно? И тогда я найду часть площади АБ. М от площади АБ1. МНК, пусть будут вершинки треугольника, и перехожу на правый чертеж. Смотрите, я не буду использовать тяжелые теоремы типа Менелая, а использую следующую теоремку. Посмотрите, Фалес, Милецкий из города Милета, провожу из Б1 параллельную к АА1. Это понятно, да? Попадаю в какую-то точку F. Вот, в это все решение. Понимаете? Почему? Перейду на тонкий, может быть, временно, и черный временно. И скажу, вот это к этому относится как? 1 к 2. Тогда вот это к этому как относится? 1 к 2. Значит, если это x, то это 2x, и тогда все это А1С будет 3x. Но b, f, почему f? Ай-яй-яй. b1 будет в 2 раза больше, чем А1С, и поэтому будет 6x. А теперь внимание. Теперь ухожу на вот этот треугольничек и второй раз применяю теорему Фалеса. Смотрите, А1 относится к А1F, как БМ относится к МБ1. Давайте М черным закрашу и запишу это. БА1 относится к А1F. Вот это ключевой момент, как БМ к МБ1. БМ к МБ1. Мелко написал. Увеличьте на смартфоне. Все, теперь получается, что вот это относится к этому, как 6х, x. То есть получается, как 6y относится к y. То есть другими словами, вот это относится к этому, как 6 к 1.
Все. Тогда сколько же площадь вот этого будет составлять от площади А, Б, Б1? 6 седьмых, все верно. Итак, внимание, пишу второе действие вот здесь. И говорю, что площадь треугольника АБМ составляет 6 седьмых от площади треугольника АББ1. С треугольника АББ1 равно, это 6 седьмых от 1/3 С. Видели? И что я получаю? 2 седьмых. Оказывается, вот это 2 седьмых С. Ну так точно так. И вот это будет сколько? 2 седьмых С. Ну тогда и вот это сколько будет? Да точно так, 2 седьмых С. 3 раза по 2 седьмых, 6 седьмых. Остается 1 седьмая на нашу площадь. Вот на эту, которая единица. Ну, я это запишу где-нибудь красивым красным финальным цветом. Третье действие. Третье действие. С треугольника МНК, все видят, нашего желтого маленького, составляет вот S минус 3 раза по 2 седьмых S. Это будет 1 седьмая S, и по условию это равно единице. Какой вывод? Ну, правильный вывод. S треугольника МНК, который мы ищем, равна 7. Ответ 7, и задача решена. Ответ 7. Красивое, счастливое число. 2 замечания. Я нарисовал на обложке, на превью, на чертеже равносторонний треугольник. Хотя данное свойство, то, что желтенький составляет 1/7 часть по площади от большого треугольника, оно справедливо для любого треугольника, не обязательно равностороннего. Но для равностороннего можно найти другое решение очень красивое. Поэтому для особо одаренных домашнее задание. Первое. ОО. Доказать или найти для равностороннего. Второй способ решения. Для равностороннего треугольника АБЦ. Решить эту задачу другим способом. Ну и пункт 2 для особо одаренных. Найти площадь треугольника АБЦ, если у нас точка вот эта делит не 2 к 1, а n к 1. n к 1. Площадь внутреннего по-прежнему единица, и найти SABC. Вот, если точки делят стороны, все 3 стороны в отношении n к 1, 3 к 1, 2 к 1, 5 к 1, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.